Добрый вечер, уважаемые зрители, уважаемые подписчики моего канала. Я Валерий Табаков, юрист. Сегодня мы разбираем одно из самых громких дел современной Украины – дело Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион. Сегодня наш разговор пойдет не только о самом деле, а о фигуре, которая его рассматривает. Судье Петре Невойте, чья репутация вызывает серьезные вопросы. Мы раскроем досье на Невойта, чьи действия в прошлом, особенно в деле Олиярника, где он лишил человека доступа к правосудию и фактически амнистировал преступника, намекает на его зависимость от системы. Мы покажем, почему Невойт, возможно, носит черную метку. Знак лояльности влиятельным силам, которые могут диктовать ему решения. И самое важное, мы разберем роль Юрия Немировского, бывшего адвоката Зинченко, который по слухам, не по слухам, а фактически, вскрыл массу нарушений следствия, фальсификацию экспертиз, подделку подписей на протоколах, монтаж видеофиксации. Но почему Немировский внезапно покинул дело? По официальной версии, якобы из-за конфликта с другим адвокатом и в связи с желанием самого Зинченко. Но есть основания подозревать, что его могли заставить уйти, потому что он стал слишком неудобным для системы. Сегодня же мы обсудим, кто такой Петр Невойт и почему его карьера – это череда красных флажков. Как Олиярника и спасение Невойта через ВАСУ раскрывают его связь с системой. Почему дело Зинченко – это тест на независимость Невойта, который он, скорее всего, провалит. И почему Немировский, вскрывший нарушение следствия, мог быть вынужден покинуть дело. Это будет достаточно длительный разговор, полный фактов, вопросов, на которые система не хочет отвечать. Готовы к правде? Поехали. Петр Селивестрович Невойт, судья Шевченковского районного суда города Львова. Его карьера началась в 2008 году, когда он был назначен указом президента Украины номер 346/2008 на должность. В 2013 году Верховная Рада избрала его бессрочно. Постановление номер 250-7. На первый взгляд, стандартный путь судьи. Но в 2015 году Невойт оказался в центре скандала из-за дела Олиярника. Это дело стало ключевым моментом, который показал, что Невойт просто судья, а человек, чьи действия вызывают подозрение в его зависимости. В 2014 году Олиярник подал жалобу на бездействие прокурора Шевченковского района Львова Галаюха В.И., который не внес в единый реестр досудебных расследований сведения о возможном преступлении по статье 304 Уголовного кодекса Украины
вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Невойт, как следственный судья, должен был рассмотреть жалобу в соответствии с законом. Но вот что он сделал. Провел заседание 7 ноября 2014 года без участия Алиярника, не уведомив его должным образом, что нарушает часть 3 статьи 306 Уголовного процессуального кодекса Украины, требующую обязательного участия заявителя. Взялся решать, есть ли состав преступления, хотя это компетенция следствия, а не суда, что противоречит статье 214 УПК Украины, а также отказал в удовлетворении жалобы, сославшись на объяснение дочери Алиярника, которая позже заявила, что ее показания были даны под давлением. Высшая квалификационная комиссия судей Украины в 2016 году рассмотрела это дело и пришла к выводу, что Невойт совершил грубое нарушение процессуального права. Комиссия установила, что он лишил Алиярника доступа к правосудию, не обеспечив его участие в заседании. Безосновательно амнистировал потенциального преступника, заблокировав расследование. Подорвал авторитет судебной власти, что является нарушением присяги судьи. Решение ВККСУ номер 459/ДП-16 от 18 февраля 2016 года. Невойт признал, что допустил ошибку, но ВККСУ, состоящая из опытных юристов, отвергла эту попытку оправдаться. Судья с более чем 7-летним стажем не мог случайно нарушить базовые нормы. Это было сознательное действие. Комиссия рекомендовала уволить Невойта за нарушение присяги. Но вот поворот. Невойт подал иск в Высший административный суд Украины и 23 мая 2016 года дело номер 800/176/16 решение ВККСУ было признано противоправным и отменено. Высший административный суд под председательством судьи Вербицкой ОВ указал, что увольнение было непропорциональным наказанием, учитывая положительную характеристику Невойта и его стаж, отсутствие других дисциплинарных взысканий, высокую нагрузку дел в суде, а также исправление нарушения Невойта другим судьей Коватюком, который 19 декабря 2014 года удовлетворил аналогичную жалобу Алиярника, обязав прокурора внести сведения в ЕРДР. ВАСУ сослался на принцип пропорциональности, закрепленный в законе Украины про судоустрие и статус суддей, и решение ЕСПЧ по делу Александр Волков против Украины 2013 года, утверждая, что единичное нарушение не заслуживает увольнения. Но давайте зададимся вопросом, как судья, уличенный в лишении человека права на справедливый суд, избегает наказания? Почему ВАСУ так легко
отменил решение ВККСУ. Это не похоже на случайность. Это похоже на систему, которая защищает своих. Невойт при этом получил черную метку. Знак того, что он под защитой и, возможно, обязан быть лояльным тем, кто его спас. И это, друзья, не единственный случай. В 2023 году, согласно статье на сайте Антикор, Невойт отпустил под личное обязательство 3 подозреваемых в вымогательстве, включая Александра Костюка, ранее судимого за аналогичное преступление. Это решение Невойта вызвало возмущение, потому что выглядело так, как будто бы это покровительство криминалу. Как судья с такой репутацией продолжает работать? Ответ прост. Он знает, кому служить. Теперь давайте разберем дело Олиярника поподробнее, потому что оно ключ к пониманию, кто такой Невойт и как он работает. 24 октября 2014 года Юрий Олиярник подал жалобу на бездействие прокурора Галаюха ВИ, который не внес в ЕРДР сведения о возможном преступлении. Невойт назначил рассмотрение на 28 октября, но Олиярник не явился. Суд перенес заседание на 3 ноября, затем на 7 ноября. Уведомления отправлялись простым почтовым сообщением, но на момент заседания 7 ноября у суда не было подтверждения, что Олиярник получил уведомление. Это нарушение части 3 статьи 306 УПК Украины, требующей обязательного участия Скоржника. Несмотря на это, Невойт провел заседание без Олиярника и отказал в жалобе, сославшись на объяснение его дочери, которая на тот момент была совершеннолетней. Позже, при рассмотрении аналогичной жалобы судьей Ковацюком, дочь заявила, что ее показания были даны под давлением работников милиции и другого лица. Невойт также вышел за пределы своих полномочий, решив, что в деле нет состава преступления, хотя это компетенция следствия. Статья 214 УК Украины. ВККСУ в решении номер 459/ДП-16 от 18 февраля 2016 года установила: Невойт лишил Олиярника доступа к правосудию, не обеспечив его участие. Он безосновательно заблокировал расследование, амнистировав потенциального преступника. Его действия подорвали авторитет судебной власти и свидетельствуют о нарушении присяги. Невойт признал нарушение, но назвал его ошибкой. ВККСУ, однако, подчеркнула, что судья с его опытом не мог случайно допустить такие грубые нарушения. Это было сознательное действие, которое имело серьезные последствия. Но Невойт не был уволен. Он подал иск в ВАСУ, и 23 мая 2016 года суд под председательством Вербицкой отменил решение ВККСУ. ВАСУ указал, что нарушение было единичным, а Невойт не имел других взысканий. Он имеет положительную характеристику и значительный стаж. Права Олиярника были восстановлены судьей Ковацюком 19 декабря 2014 года, когда прокурор был обязан внести сведения в РДР. И то, что увольнение
не соответствует принципу пропорциональности, учитывая высокую нагрузку Невойта и отсутствие системных нарушений. ВАСУ сослался на статью 83 Закона Украины про судоустрий и статус суддів, которая требует учитывать характер проступка, его последствия, личность судьи и степень вины. Суд также опирался на решение ЕСПЧ по делу Александр Волков против Украины 2013 года, где подчеркивается необходимость пропорциональности наказания. Но давайте зададимся вопросом, почему ВАСУ так легко отменил решение ВККСУ? Почему судья, уличенный в лишении доступа к правосудию, избежал даже минимального наказания? Это не случайность, это система. Невойт судья, который знает, как выживать. Его спасение через ВАСУ – это черная метка, знак того, что он под защитой и, возможно, должен быть благодарен тем, кто его прикрыл. И это, друзья, как я уже говорил, не единичный случай. В 2023 году, согласно статье на сайте Антикор, Невойт отпустил под личное обязательство 3 подозреваемых в вымогательстве, включая ранее судимого Александра Костюка. Решение Невойта вызвало вопросы, почему судья так мягко относится к подозреваемым в тяжких преступлениях, причем к рецидивистам. Это похоже на покровительство. Судья с черной меткой знает, как принимать правильное решение. Теперь перейдем к делу Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион. Это дело одно из самых резонансных в Украине. Ирина Фарион, известный языковед и экс-нардеп, была убита 19 июля 2024 года во Львове. Зинченко, 18-летний студент из Днепра, обвинен в этом преступлении и находится под стражей без права залога. Ему грозит пожизненное заключение. Судья Петр Невойт председательствует в этом деле. И здесь возникает вопрос, можно ли доверять судье с такой репутацией в деле, которое находится под микроскопом общественности. Давайте разберем факты. Невойт продлевал меру пресечения Зинченко несколько раз. В январе, апреле, июне 2025 года. Последний раз до 4 августа 2025 года. Прокуратура представила 7000 фотографий из телефона Зинченко, включая скриншоты улиц, где жила Фарион, и изображения с нацистской и российской символикой. Зинченко отрицает вину, а его защита, включая Юрия Немировского, до мая 2025 года указывала на сомнительность доказательств. Дочь Фарион София Семчишин требует 15 миллионов гривен компенсации, которые планирует якобы передать ВСУ. Дело Зинченко – это непростой уголовный процесс. Это дело с огромным политическим и общественным подтекстом. Убийство Фарион вызвало бурю эмоций. И решение Невойта будет под пристальным вниманием. Но можно ли ожидать объективности от судьи, который уже показал себя как человек, готовый нарушить закон ради системы и сказать: «Ой, я ошибся». Назначение Невойта на это дело вызывает вопросы. Почему именно он? Почему судья, уличенный в лишении доступа к правосудию и амнистированию преступников, получил такое дело? Я не верю в совпадение. Судья с черной меткой идеально подходит для дел, где нужно правильное решение. Юрий Немировский,
был адвокатом Вячеслава Зинченко до мая 2025 года. Он активно защищал своего подзащитного, указывая на многочисленные нарушения следствия. Согласно материалам дела, Немировский подал ходатайство о приобщении экспертизы по запаховым следам и требовал полной версии заключения для изучения. Также он заявлял о недопустимости выводов экспертизы от 21 августа 2024 года генетической экспертизы ДНК, указывая на несоответствие и возможное нарушение процедуры. Поставил под сомнение записи, фиксирующие передвижение Зинченко, утверждая, что погодные условия на видео не соответствуют реальности, что может указывать на фальсификацию, а также высказал сомнения в выводах экспертизы, установившей, что фигурант на фото Зинченко, поскольку лицо фигуранта было скрыто очками, а идентификация проводилась по косвенным признакам. Немировский был известен своей скрупулезностью и настойчивостью. Он не просто защищал Зинченко, а вскрывал системные проблемы следствия, возможную фальсификацию экспертиз, подделку подписей в протоколах, монтаж видеофиксации следственных действий и т.д. и т.п. Он также заявлял, что осмотр места происшествия мог быть спектаклем, а адорологическое исследование, ключевое для дела, было с пропущенным сроком 19 июля 2024 года, и оно не проводилось в эту дату, а было проведено позже с нарушениями. Но в мае 2025 года Немировский внезапно покинул дело. Официальная версия, озвученная матерью Зинченко, это желание самого Вячеслава и конфликт между Немировским и другим адвокатом Игорем Сулеймой. 1 мая 2025 года Немировский не явился на заседание, сообщив, что находится за границей и не может участвовать. Суд перенес заседание на 14 мая. Но давайте зададимся вопросом, почему адвокат, который так активно скрывал нарушения, внезапно уходит? Конфликт с Сулеймой и желание Зинченко – это одно, но есть основания подозревать, что Немировский стал слишком неудобным для системы. Его заявления о фальсификациях, подделке доказательств и монтаже видео могли угрожать тем, кто хотел, чтобы дело Зинченко шло по определенному сценарию. Представьте, адвокат, который публично говорит о подбросе гильзы, сомнительных экспертизах и постановочных видео, это угроза для следствия. А следствие, как мы знаем, в громких делах часто работает под давлением. Неужели Немировскому могли приказать свалить? Это не утверждение, а гипотеза. Но аналогично. Если судья Невойт – это ручной судья с черной меткой, то адвокат, который вскрывает нарушения, это помеха для системы. Что предсказал Немировский о решении Невойта? Прямых цитат у нас нет, но его заявления о манипуляциях следствия намекают, что он не верил в объективность процесса. Возможно, он считал, что Невойт вынесет решение, продиктованное не законом, а указанием сверху. И это неудивительно. Судья, спасенный системой в 2016 году, знает, как выполнять правильное решение. Итак, что мы имеем? Судья Петр Невойт, чья карьера пестрит нарушениями, дело Алиярника, где он лишил человека доступа к правосудию и амнистировал преступника, спасение через ВАСУ в 2016 году, подозрительное решение вроде
освобождение вымогателей в 2023 году. Его назначение на дело Зинченко – это не случайность. Это сигнал, что система продолжает работать по старым правилам. Юрий Немировский, адвокат, вскрывший фальсификации следствия, внезапно покинул дело. Официально из-за конфликта с Сулеймой и желания Зинченко, но его уход выглядит подозрительно. Слишком уж неудобным он был для тех, кто, возможно, хотел контролировать процесс. Если Немировский прав и в деле Зинченко есть фальсификации, то Невойт, как судья с черной меткой, идеальный кандидат для вынесения правильного решения. Друзья, дело Зинченко – это не только про убийство Фарион. Это про наше с вами право на справедливый суд. Если судьи вроде Невойта будут вершить правосудие по указке, а адвокатов, вскрывающих нарушения, будут выдавливать из дел, то о какой справедливости мы говорим? Я призываю вас, делитесь этим видео, пишите запросы в Высший совет правосудия, требуйте проверки Невойта и его решений. Мы, граждане Украины, имеем право знать, кто судит наши дела и почему. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Давайте вместе бороться за правду. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.